Представители знака зодиака Весы. Весы, мои дорогие, здравствуйте. Второй расклад. Узнай, чего ждать, что идет в вашу жизнь, или что случится, что изменит вашу жизнь. И в нашем Таро-прогнозе мы не будем ставить определенных временных рамок, потому что в период окончания ноября и на последующий минимум 2-3 месяца на нас будут влиять как минимум 3 важных транзита. И, безусловно, первый – это переход Плутона в знак зодиака Водолей. И переход Плутона сами по себе перемены. Это некоторое состояние между прошлым и будущим. Но есть еще два важных транзита. И второй транзит – это Нептун в Рыбах. И по 7 декабря это будет ретроградный Нептун. И после уже с 8 он перейдет в прямое директное движение. Что такое Нептун? Это где-то наша иллюзия, это наши чувства, это наше восприятие. Иногда искаженное восприятие. И поэтому вот этот тоже переход из ретро в прямое движение может вполне проиграться, когда мы на что-то решимся. Может быть, прежде какая-то нерешительность нас как раз, все никак не могла подвигнуть, определиться на что-то или начать что-либо. Мы могли даже сказать себе, что нет, некоторые наши мечты, они не могут быть воплощены в жизнь. А здесь мы можем пересмотреть и сказать, а почему это нет? Вполне очень даже да. Мы можем также где-то и проанализировать по части отношения, то, что не может развиваться или не служит для нас прогрессом, то, что для нас иллюзии, может быть ситуация какого-то прозрения. Но и третий транзит – это знак, в знаке зодиака Телец находится Уран. И опять же, ретро-движение до конца, внимание, до конца января и где-то февраль-март. Уран останется в знаке зодиака Телец, но это будет уже прямое движение. Опять между прошлым и будущим. Вот несколько таких, 3 важные планеты или 3 важных тенденции, аспекта, они определяют наше где-то качество жизни на далекий последующий период. И эти перемены как раз будут связаны с тем, что мы будем в этот промежуток где-то времени. Кто-то быстрее, может быть, определяется, ну а у кого-то растянется именно до марта месяца. Ну и плюс, конечно, Плутон, это планета, которая меняет наши цели, меняет статусы, меняет даже нашу сферу интересов, может изменить и личную жизнь, может сам по себе приносить какие-то неожиданные события. Вот к этому мы тоже должны быть готовы, потому что, опять же, даже в обстановке, которая складывается вокруг нас, могут быть как и подсказки или какой-то конкретный факт, который нас заставляет пересмотреть реальность, увидеть ее как-то по-новому, без искажений, может быть. Давайте узнаем, мои дорогие весы, какие события ожидают своего часа на пороге вашей жизни, как изменится ваша жизнь, реальность, и с чем или с кем это будет связано. И первую карту, которую мы с вами достаем, важное событие или чем запомнится этот период для вас. Что нового войдет в вашу жизнь? Что завершится или от чего вы откажетесь, быть может, сами? Неожиданность, достанем такую карту. Что будет радовать, что вам будет помогать, что может вам помешать осуществить задуманный проект или желаемое. Событие, которое изменит вашу жизнь, и событие, которое где-то изменит и вас тоже, или сама жизнь вообще, в какую сторону, с какой тенденцией будет меняться. И у меня сегодня вторая колода, и я буду очень благодарна вам за отклики. Это оракул, который я приобрела очень недавно. Ли Анджели Дель Коре. Ангелы сердца, так называется. 44 карты. Это как мини-руководство, мини-подсказка. И на этой колоде я хочу задать как совет, такую вот задачу этой колоде. И дважды буду благодарна вашим комментариям, именно как в вашей жизни или как вы ощущаете, может быть, подсказки этой колоды оракула, поскольку есть у меня в планах сделать на 2025 год расклады на личную жизнь для каждого из знаков зодиака.
Она очень своеобразная, эта колода, с ее подсказками. Безусловно, личная жизнь здесь больше проигрывается, хотя есть и другие сферы. Вот мы сейчас узнаем, чего будет касаться совет от карт. Откроем в конце. Что же за важное событие? Ох, карта харизматичного лидера. Обратите внимание, никуда не спешит наш лидер, поэтому где-то вам задача не торопиться. Наверное, больше, где-то командовать или руководить, нежели делать самому. Может быть, это и ваш личный проект, тогда делать самому придется. Но, опять же, что-то продумано. Мы по этой карте можем надумать и изменить, допустим, статус через рост по карьерной лестнице. По этой карте вы можете, в принципе, захотеть стать как таковым лидером. И те, кто не делал или раньше не собирался делать карьеру, здесь вы тоже пересмотрите. Это смена вашей позиции самой, может быть, отношения к миру, отношения к жизни. В чем-то вы можете, кстати, брать на себя ответственность по некоторым вопросам, но именно в том контексте, что вам будет интересно. Может быть, по этой карте вы столкнетесь и с человеком конкретным, важное событие, который рожден под знаком зодиака, стихии огня, Овен, Лев, Стрелец или имеет там асцендент. Может быть, и от такого, как руководителя даже, или от того лица, ключевого партнера вашего, вы узнаете что-то важное. Или вам что-то будет предложено. Может быть, это ваша как смена энергетики, когда вы хотите осуществить какой-то свой план. И тогда вы будете рассчитывать, может быть, сами на себя. И где-то карта тоже об этом говорит. Но давайте я немножко проясню, как-то не очень понятно. Персональные карты никогда не дают полной информации, такая совсем ограниченная. С чем это связано, важное событие? Но по части умеренности, так это точно. Я сказала, никуда не спешит. Сел и сидит. Он как будто продумывает что-то или готов руководить, нежели так куда-то бросаться с места в карьер или куда-то торопиться. Поэтому сама по себе карта гармонии, гармонии в душе, внутреннего душевного баланса. Но, может быть, это тот период как раз, когда все точки над «и» вы расставите. Второй старший аркан, обратите внимание, тут как по судьбе, все по закону. Не отказывайтесь от чего-то, мои дорогие весы. Если вы, правда, какое-то предложение, сталкиваетесь с ним, пусть по работе, жезлы, все же это у нас больше дела, работа, бизнес и деньги. Поэтому вот эта концепция работы, она, в принципе, как важное событие, может быть у вас на первом месте. Откуда приходят деньги? Мои ключевые партнеры, кому я могу доверять. И здесь, значит, могут произойти важные встречи, важные договоры, подписание каких-то документов. И по карте Иерофант, это мы уважаем систему иерархии, где-то уважаем закон, можем оформить, или планетарно, кстати, тоже переоформить скорее, какие-то соглашения, как я сказала, контракты, в том числе и брачные контракты. И карта Иерофант иногда свидетельствует о том, что как бракосочетание, у кого-то венчание. Или, может быть, если прежняя история была со знаком минус, и де-факто уже отношений нет, а де-юре на бумаге они еще остались. Ну, значит, вы можете тоже что-то завершать, и тогда больше баланса, больше гармонии в душе. Упорядочивайте вы свою жизнь. Это будет как самое важное событие вот того периода, где мы с вами обрисовали его, да, вторая половина ноября или где-то январь-февраль, с заходом даже на март. Могут и что-то к вам приходить извне, как какие-то новости или обстоятельства, которые отчасти будут вас подталкивать. Все же у вас два старших аркана. Внешние обстоятельства на вас будут влиять, это точно. Давайте узнаем, что нового войдет в вашу жизнь. Наверное, самый главный принцип. Не захочется больше быть в подвешенном состоянии. Не захочется быть на вторых ролях, карта лидера. Не захочется пустого ожидания бессмысленного. Может быть, как раз и прежний период был связан с тем, что вы кому-то могли доверять. Или попросту могли ожидать, что мне что-то пообещали, и теперь я просто сижу и жду. Я согласился или согласилась на это. Конечно, карта может говорить, что вы на выборе. Вы можете и ничего не предпринимать. И тогда с вашей инициативой ничего не будет меняться. Есть тогда ситуация, когда мы как заложники
Ждем, ну, буквально с моря погоды. И Плутон, если мы сами ничего не меняем, перемены все равно они какие-то будут. Каковы они будут, мы не знаем. У каждого будет тогда по-своему. Потому что любой наш прогноз, мы отталкиваемся от наших действий, от того, что мы хотим осуществить, и, может быть, энергетически, как подсказка карт, как это сделать лучше. Поэтому, в принципе, если мы задали вопрос, что нового войдет в вашу жизнь, самое главное – самому хотеть что-то новое, себя переориентировать на какие-то новые реалии или вдохнуть в себя, вспомнить, может быть, о своей мечте, какое-то дело рассмотреть с нового ракурса, но избавиться от ступора или избавиться от зависимой ситуации. Или, может быть, эта зависимость у кого-то выражается в ваших обязательствах, мои дорогие. Значит, будут такие возможности с учетом короля жезлов, когда вы можете нивелировать меру ответственности или пересмотреть какие-то обязательства. Вас не должно ничто сдерживать. Вы, если и соглашаетесь вот на это состояние, то это как добровольно. Но вас ничто не будет удерживать. Нет того, что вам мешает. Тут будет важно самому себе не помешать. Примите это к сведению. Что завершится или от чего вы откажетесь сами? Вы знаете, для кого-то сама по себе карта якоря, от чего не хочется отказываться. Четверка жезлов, карта уверенности. Праздник, по сути дела, после победы, когда какой-то вопрос решен. И все три карты могут говорить, что у тебя решится какой-то вопрос очень положительный. Будет у вас какая-то победа, будет у вас, мои дорогие весы, и праздник, но есть и риск, что вы можете успокоиться и больше ничего не предпринимать. Или вы можете, например, достичь определенного статуса по служебной лестнице, достичь какие-то победы по финансам и тоже на этом успокоиться. А есть еще, к примеру, личная жизнь, а вы что-то поставите на паузу. Тут именно будет сомнение, неуверенность или нежелание действовать самому, а желание пребывать как раз в каком-то ожидании или думая, надеясь, что вы зависите от какого-то человека. Нет, все в ваших руках. Вам это может действительно помешать, приумножить какой-то свой праздник и свои победы. Но вам, если мы спросили, от чего вы откажетесь сами, то вы сами как будто не готовы от чего-то отказываться. Скорее всего, тогда где-то карта говорит, если ты сам не вносишь какие-то коррективы, перемены в свою жизнь, если ты, наоборот, где-то больше настроен на то, чтобы сохранять, а жизнь, она не бывает полностью предсказуема, то, может быть, вот как раз вот эти три планетарных транзита могут означать какие-то неожиданности в вашей жизни, которые будут приходить через обстоятельства. Вот давайте карту неожиданности откроем. У кого-то, правда, предложение руки и сердца или какая-то личная история, и там тоже нужно навести порядок или решиться, опять же, вам на что-то. Кто-то может с головой удариться, буквально уйти в работу, в зарабатывание денег, и деньги есть, деньги будут, даже праздник. Может быть, по части вашего личного творчества. Среди вас, мои дорогие весы, много творческих людей. Но тогда примите, что у вас не должно быть какого-то провисания. А все три сферы, если мы рассматриваем дела, работа, бизнес, финансы и личная жизнь, вот эти три сферы, они должны быть сбалансированы. У вас должна быть гармония в душе. Она приносит как и уверенность, так и новые перспективы. В неожиданностях что-то хорошее пытается войти на ваш порог. Но, может быть, нужно освободить место от чего-то, или от прежних каких-то заблуждений, или от какой-то боязни, или от какой-то истории, которая не развивается ни шатка, ни валка, и не имеет никакой перспективы. И пока словно это место занято, что-то доброе, хорошее не может войти в вашу жизнь. А ведь мы спросили неожиданности. Двойка кубков – это всегда карта влюбленных, как или, но не тот, как старший аркан влюбленные, где присутствует выбор, а это именно любовь, взаимодействие. Поэтому, если прежняя любовная история была со знаком минус, а у вас ведь выпадал аркан Иерофант, аркан умеренность,
сам по себе период спокойный, но может быть какую-то реорганизацию, пересмотр собственной активности, собственных направлений. В таком более спокойном режиме вам дает пространство, время, Вселенная как раз и сделать, чтобы остаться более счастливым, изменить качество жизни кардинальным образом. Давайте мы узнаем, что же вам помогает. Сам мир, Вселенная вам и помогает. По этой карте нет ничего невозможного. Сам по себе мир, согласие, это где-то дипломатия, мои дорогие. И для кого-то из вас что помогает? У кого-то работа посредством интернета, потому что мир – это еще и, безусловно, какой-то итог прекрасный и новые одновременно начинания. И если мы говорим мир, пространство, Вселенная, эфир, интернет, у кого-то могут быть удачное, например, начало в IT-сфере или в работе посредством интернет. Работа из любой точки мира, если кому-то это интересно. Вы можете найти способы и варианты работы. У кого-то это вообще какая-то новая сфера деятельности или какой-то ваш проект, который получит признание, что вам помогает, ваша популярность. Если мы говорим ваша популярность, значит, это как минимум придется выйти на авансцену и уже точно не находиться в каком-то подвешенном состоянии или в каком-то небытии. Или в том, когда мы, как за кулисами, нас никто не знает, не видит и даже догадываться не собирается. Какая-то ваша активность, она предусмотрена. И уже тогда вы получаете прекрасный результат. Самое главное, себя не поставить на стопор. И результат тогда где-то с ноября по март точно у вас будет. Вы себе в чем-то скажете спасибо, причем большое. Более того, будет способ собой гордиться. Но действие, продумайте об этом. Что вам может помешать? И правда, посмотрите, прекрасные же карты выпадают. Что может быть лучше? Десятка пентаклей. Поэтому нам уже ведь сказали, и мы с вами обсудили этот момент, что деньги будут, и вроде как есть прогресс, может быть, у кого-то в бизнесе, в личных достижениях, может быть, в амбициях. И мы можем подумать, что нет, тут самое главное именно финансы и работа, все. А личная жизнь это потом, когда-нибудь. И в этом мы будем ошибаться. И вот эта уверенность где-то по финансам, что у меня сейчас ничего не беспокоит, или меня сейчас финансовая ситуация устраивает. Для кого-то из вас попросту, ну, такая своеобразная, знаете, когда вы не сможете правильно провести параллели между ценой и ценностями. Когда вы цену поставите на первое место, а ценности где-то останутся вдалеке, словно в хвосте, отложенные на неопределенный период времени, как будто второстепенное. И вот это будет вам тоже мешать. Не будет полноты счастья. И карта нам говорит, ведь это карта счастья. Это карта уверенности многократного. И нам карта говорит, надо приумножать. Да, карта говорит еще и о согласии, поэтому все должно иметь какую-то цель, понимаете? И даже если вы достигаете определенного уровня, нужно не останавливаться, а идти дальше. Где-то придется и договариваться, поэтому если по этой карте и проходит, когда мы довольны жизнью, нас вообще все устраивает, то мы становимся где-то самонадеянными. И в этом тоже может быть ошибка. Это тоже может где-то мешать. Но вообще вы сами делаете выбор, словно между прошлым и будущим. Вы выбираете качество жизни. И все карты нам говорят о том, что вы можете быть счастливым. Но кто-то так и не выйдет из этого подвешенного состояния из вас. И предпочтет остаться и ожидать, когда судьба за вас сделает выбор. Давайте узнаем, как же изменится ваша жизнь или событие, которое изменит. А вот нам снова говорят о личной истории принцесса чаш. Это карта любящего человека. Может быть, если прежде была история какая-то со знаком минус, это не значит, что, обжегшись на молоке, мы будем дуть теперь на воду всю оставшуюся жизнь. Как-то привести в порядок ваши эмоции и чувства. Может быть, откликнуться на какие-то знаки внимания или самим открыть душу для нового знакомства. Может быть, отправиться куда-то в путешествие. Самое главное, не остаться в одиночестве. Вот для вас это задача. Иначе ничего нового не войдет. А если вы как раз выходите из какой-то обособленности, то тогда это новое какое-то знакомство, которое изменит и вашу жизнь, и вас самих.
личная жизнь, весы, мои дорогие, не откажитесь. И как изменится ваша жизнь? Карта трансформации. Я надеюсь, все правильно понимают. 13-й старший аркан. И важно не упустить эту возможность. И я уже сказала, вот это подвешенное состояние, это то, что длится у кого-то месяцами, у кого-то годами. Мы все ждем, пустые надежды. И вот с ними надо проститься. Ведь по этой карте мы делаем первые шаги. И мы не оглядываемся назад. Да, от этого требуется мужество. Для этого, точнее, требуется мужество от нас. И первый шаг, он всегда самый сложный. Мы ведь не знаем, что нас завтра будет ожидать. Или с какими людьми мы встретимся. Да, где-то себя придется беречь. Или искусство мелких шагов. Сделай один шаг, осмотрись. Но ты его сделай, этот один шаг. Это все равно лучше, нежели пребывать в каком-то стопоре. Потому что жизнь будет меняться, карта где-то подсказывает, что ты делаешь выбор. Либо ты сам что-то меняешь, либо судьба будет что-то менять. Здесь может изменить и буквально какие-то, как изменить внешние ситуации или какие-то события, тоже могут на вас воздействовать таким образом, словно заставляя вас выйти из зоны комфорта для того, чтобы, может быть, какие-то важные перемены вы сами внесли в свою жизнь. Пока мы в этой зоне, вот пусть перевернутое состояние, но комфортно же. Мы ведь привыкли. Почему мы должны менять? Ничего, в принципе, не беспокоит. А карта нам говорит, нет, у тебя будет дан какой-то шанс. Это карта трансформации. И поэтому трансформация неизбежна. Или, опять же, вы сами инициируете, отталкиваетесь от того, какое качество жизни вы хотите достичь. Или ничего не меняется. Давайте я несколько дополню эти значения, как изменится ваша жизнь, или с чем это может быть связано, мои дорогие весы. Как ни странно, сильное положение, и вот в этот период времени обозначенный плюс-минус у каждого по-своему, какие-то перемены, они будут происходить. И еще одна карта, которая она говорит все, что угодно, любой драйв лучше болота. Карта колесница. И если нам 13-й старший аркан говорит, не оглядывайся в прошлое, как будто заверши что-то в прошлом. И иди вперед. И все то новое, что тебе может быть интересно самому. Пробуй, развивай. Или просто даже методом проб и ошибок. Почему нет? Нарабатывай какой-то новый опыт, но не действуй в теми методами, которые были прежде. Они не сработают. Для кого-то из вас совершенно необходимо куда-то поехать или совершить важную поездку, а то и переезд куда-то далеко. И тогда это меняет и вас, и ваш статус, и ваши мечты. Меняет вас самих. Это такая глобальная перезагрузка вас вообще ждет, мои дорогие весы. И надо сказать, для вас ведь 2025 год, это может быть годом исполнения вашей мечты и желания. Но все будет зависеть от того, что вы поставили на карту, или какие действия вы готовы осуществить, или как глубоко вы готовы окунуться во что-то, или продолжать, какую меру ответственности вы готовы взять на себя, или сколько решимости у вас будет, и хватит ли ее. Но помните, что не болото и какое-то, или стоячая ситуация, это точно, потому что перемены словно пытаются ворваться буквально на ваш порог. С чем это еще связано? И те, кто сейчас словно в отшельнике, в сольном варианте, все же личная жизнь нельзя оставить на потом, или нельзя оставить на неопределенное количество времени, или думать, кого мне пошлет судьба. Судьба никого не пошлет. Тут нужно выйти судьбе навстречу, словно себя поместить в новый социум, или познакомиться с новыми людьми, или добавить себе какой-то активности, чтобы интересы в жизни ваши поменялись. Ведь карта отшельника о чем говорит? Еще один старший аркан. Нам никто не мешает. Вот я ее люблю за это. Мы всегда можем осуществить как и свои какие-то планы и где-то корректировать сами обстановку, когда у нас хватает силы и мужества идти вперед. И где-то, заручившись интуицией, по преданию вот этот фонарь у отшельника всегда прообраз нашей интуиции. Мы можем даже на пару шагов вперед что-то предвидеть или просчитать. Слушайте подсказки своего шестого чувства и где-то не подавляйте в себе. Не говорите «я еще подожду», а лучше сделать аккуратный первый шаг.
вам понравится, мои дорогие? Вот все то, что я долгое время говорила. Самое главное, нам погост изображен. И 10 мечей закройте в прошлое дверь. Вот, понимаете, на пороге драйв и новое качество жизни. Но для этого совершенно необходимо, для вот этих счастливых перемен, как и действовать самому, так и не оглядываться назад. Ничего нового, кстати, карты не сказали. Мы об этом с вами весь расклад и говорим. Ну хорошо, давайте откроем как раз колоду оракула. Что же вам подскажут карты? У кого-то это могут быть уже те отношения, все же, которые сложились. И планетарно к нам могут возвращаться те люди, с которыми мы были знакомы или с которыми у нас уже был контакт. И это какая-то возможность в ваших отношениях. И нам карта говорит, буквально работай в отношениях между вами двумя или в отношениях между парой. Есть какая-то история, когда нужно что-то продолжать, и поэтому, если была какая-то застывшая ситуация, когда люди друг друга не поняли, значит, вы можете совершить важные разговоры, и посмотрите, словно двое, пара находится в объятии крыльев ангельских. Словно высшие силы поддерживают какие-то отношения или, может быть, какая-то история должна быть продолжена. Я это больше вижу, нам все-таки тут и семью показывают. И, видимо, все зависит от того, какой контекст был расставания, может быть, или какой-то паузы. Если это что-то принципиальное, то тогда это вы можете такие отношения построить заново. Все же у нас принцесса чаш как раз и говорит о карте любящего человека, но это принцесса, это еще не королева. Это новые как раз отношения, которые будут строиться на взаимопонимании. Но я хочу достать еще одну карту, мои дорогие. Что нам подскажут еще? Карта нас буквально призывает мыслить, думать позитивно, потому что именно позитивное мышление и вера, доверие, мои дорогие, принесут вам любовь. Ну, это все то, что мы с вами то и дело обращаемся вот к этому аркану, когда вы сами можете поставить что-то на паузу, или даже если прежняя история была у вас со знаком минус, то все равно доверие новое, позитивное отношение как и к миру, так и к самому себе, мои дорогие весы. Будьте милосерднее, будьте добрее. Где-то не ставьте в себя в какие-то рамки прежней, может быть, совершенно грустной истории. Хотя я могу предположить, у кого-то эта история действительно может быть очень тяжела и связана даже с уходом человека. У кого-то уходом ситуационным, а у кого-то буквально нет человека. Но ведь ваша жизнь на этом не остановилась. И значит, вы должны продолжать свое шествие по жизни дальше. Для вас это будет очень важно на период второй половины ноября, декабрь, январь и февраль. Точно. Давайте еще одну карту достану, как общий совет для всех. Чего он может касаться? Нет, все же нам говорят, это ваша вторая половинка. И есть как будто тот человек, который уже для вас является второй половинкой. Мы можем называть, что это как отношения по судьбе. Мы можем сказать, что могут действительно вернуться в нашу жизнь какие-то люди, которые будут таковыми, как наши близнецы духовные. Может быть, это тот человек, с кем вам будет очень хорошо. Это тот человек, с которым вы будете себя чувствовать более защищенно, и кто разделит, может быть, ваши взгляды. Но для этого и самому эмпатию, где-то внимание, доверие, безусловно. И даже если, мои дорогие весы, прежняя какая-то ваша история, она даже была связана с обманом, из-за этого вы расстались. Может быть, я такое могу предположить у кого-то. Но так значит, есть какие-то совершенно другие отношения, или можно их построить, работать над ними придется. И я думаю, многие со мной согласятся, потому что даже семейная жизнь – это отнюдь не просто что-то бесконечно приятное. Это труд в первую очередь, и над отношениями нужно работать, как и выражать нам самим эмпатию и доверие, и участие, так и где-то быть готовым дарить любовь тоже. Перекладывайте на себя, мои дорогие весы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.